Привет! Давно уже не было роликов, и вот, наконец, я вернулся. Сегодня я покажу, сколько я заработал на переходе со StalkCraft на StalkCraft X. В своем телеграм-канале я публиковал пост о том, что вещи на продажу скупщику подорожают, и я уже запасался этими ресурсами. Начиная с 24 июня я начал передавать вещи на почту своему твинку, этим я занимался вплоть до 9 июля. А теперь просто посмотрите, сколько же у меня получилось всего. Сложно сказать, сколько тут всего сообщений, но примерно в районе от 500 до 1000. Тут есть все, от кишок и костей до мультитулов. Но с выходом обновы многие вещи поменялись, поэтому, к примеру, наборы болтов заменили на ПДА. По цене это как и прежде. А вот мультитулы заменили на сигареты, и по цене они дешевле на 500, чем мультитулы, так что в этом плане я в минусе. Еще у меня появились карманные деньги в этих сообщениях. Я без понятия, какой предмет они заменили. Возможно, это компенсация за недостающие 500, что не хватало мультитулам. Иных предметов я не нашел. Дешевые, по типу банок, бумаги и так далее, я не передавал. А прежде чем продолжить, я расскажу тебе по-быстрому о розыгрыше. Полная информация о всех тонкостях, призах и условиях будет у меня в телеграм-канале. А по условиям, если вкратце, они обычные. Подписка, лайк и коммент с вашим ником. Розыгрыш только для тех, кто играет на ЕУ-регионе. Так вот, продолжая тему ролика. Все эти вещи мне нужно было переслать обратно на основу. Зачем? Ну, чтобы стата о продаже скупщику росла на основе, а не твинке. Но есть одна проблемка. После отправки 5 сообщений подряд наступает КД в течение 10 минут, и я не могу отправлять сообщения на этого персонажа. А учитывая количество сообщений, у меня займет это вечность. Магия монтажа и бум! Осталась последняя. Кстати, потратил я на эту передачу 3 дня. Я просто фармил, как обычно, и раз в 10 минут заходил на твинк, чтобы скинуть сообщение. Таким образом, я ничего не терял и не тратил время впустую. Ну что ж, пора перейти на основу. Ой, тут у меня загруженный инвентарь, но это потому, что я позабирал все сообщения, что не относятся к данной теме, чтобы они не засоряли почту. Выложу я, наверное, все, так будет проще. Как видите, у меня сейчас 28 КК на счету. И все сообщения также здесь. Пришла пора посмотреть, что подорожало, а что подешевело. Итак, у меня есть скрины прошлых цен. Как видите, части тел мутантов сильно подорожали. То же копыто южного кабана было 144, а сейчас 1200. Также и все остальные, кроме разве что головы химеры. С северными частями ситуация аналогичная. Теперь самое интересное. Фильтры подорожали на 500, почти в 2 раза. Были 700, стали 1200. Аккумуляторы же немножко, всего-то на 200. Кубики со старой ценой, ну а мультитулы заменили на сигары, так что они даже подешевели на 500. Наборы болтов без изменений по цене, так как их заменили на ПДА с такой же стоимостью. А вот кожа мутантов была 200, стала 2200, это в 10 раз дороже, чем раньше. Также кости были 500, стали 2800, и кишки были 700, а стали 3300. Эти вещи сделали самый большой скачок в цене, на них я в основном и буду выходить в прибыль, так как убыточная цена мультитулов компенсируется фильтрами, и значит, все остальное будет в плюсе. Гребешки остались по старой цене, как и сердце. Жаль, конечно, так как их у меня много. А вот селезенка выросла с 2 до 3000, что значит наполовину дороже, и с них тоже будет нормальная прибыль, так как их у меня много. Как видите, здесь все вещи почти выросли. Некоторые меньше, некоторые больше.
Даже прикопные вещи выросли. А вот разве что вещи Слимы почти все остались как раньше. Ну а бартер вроде как без изменений. Ладно, пора пришла продавать. Первым делом продам то, что у меня на персональном складе лежит, еще с 9 числа. Далее берусь за все сообщения. Я оставлю все без вырезки в ускоренном варианте, а то вдруг некоторые не поверят. Тайм-код на финал, кто не хочет это смотреть, будет сейчас на экране или в описании. Pushing limits, ain't no pit stop. Through the streets, in the midnight city's pulse, in the spotlight. One more lap, feel the bite, in the zone, hit it just right. Hands tight on the wheel, grip from the start, we don't slip. Headed straight for the thrill, trip, got the vibe, let it rip. Under moon, feel the wind whip, shadows dance as we dip. Motion blurred like a film clip, cities hum in the background. Stereo on that deep hit, heartbeat sync to the loud sound. Frustrate, ain't no playground. Chasing peaks with the highs found. Nights on stage with a king's crown.
Ну вот и финал, друзья. Если честно, я рассчитывал на то, что будет поменьше. Получилось у меня 97 кк. Минус то, что было, это будет 69 кк заработано. По времени на это ушло 16 дней, в которые я передавал шмот. Но несколько из этих дней я пропустил, потому что в определенный момент мне стало лень, и дня 3 я просто продавал сразу скупщику. Так что фактически это заработок за 13 дней. Но даже это не весь заработок за это время, а только то, что я удосужился передавать на курьера. Помимо этого в день выходило около 500 дополнительно за мусор. Но и это без учета того, что я заработал помимо вещей для скупщика, а эти вещи у меня в первой вкладке. Да, тут далеко не все относится к этим 16 дням, но тем не менее несколько миллионов можно еще приплюсовать. Ну а первой вкладке я расскажу в следующем видео. По итогу, за эти дни, если бы я продавал по старым ценам, вышло бы около 30 кк. А так как я сейчас продал за 69 кк, выходит, я в чистой прибыли на почти 40 кк только за продажу скупщику. Думаю, на этом я буду заканчивать. Если тебе понравилось видео, подписывайся, ставь лайк. Всем удачных выносов и пока!